Всем привет! Я Виктория Папшева и добро пожаловать на мой канал! В этом мастер-классе я покажу, как создать красивое колье из полимерной глины. Раскатываю пласт полимерной глины черного цвета. Сверху кладу трафарет из набора для шелкографии. Хорошо прикатываю его скалочкой, чтобы трафарет прилип к пластике. Через перфорации на трафарете наношу на пластику металлизированную пудру. Убираю трафарет. На глине появился красивый рисунок. С помощью большой круглой формочки из пласта глины с рисунком вырезаю круг. В центре получившейся детали маленькой круглой формочкой вырезаю отверстие. Получилась вот такая шайба. Отправляю ее запекаться. Когда глина запеклась и остыла, покрываю шайбу глянцевым лаком, чтобы закрепить пудру. Раскатываю пласт полимерной глины черного цвета. Маленькой круглой формочкой вырезаю отверстие. На обратную сторону шайбы наношу фимогель. Кладу запеченную деталь на пласт глины таким образом, чтобы отверстие на шайбе совпадало с отверстием на пласте глины. Ножом отрезаю лишнюю пластику по краю шайбы. Все неровности заглаживаю силиконовой кисточкой. Отправляю деталь на повторное запекание. Раскатываю пласт полимерной глины золотого цвета. Сверху кладу текстурный лист. Прикатываю его скалочкой. На глине появился оттиск. Маленькой круглой формочкой вырезаю понравившийся фрагмент рисунка. Раскатываю пласт полимерной глины золотого цвета толщиной 2,5–3 мм. Беру деревянную шпажку и вдавливаю ее в пластику. Убираю шпажку. На глине появилась бороздка. На пласт глины с бороздкой накладываю маленькую круглую деталь с оттиском. Аккуратно ее прижимаю, чтобы она приклеилась к пластике. Маленькой круглой формочкой вырезаю деталь. В результате у меня получилась вот такая бусинка. Отправляю ее запекаться. Раскатываю еще один пласт полимерной глины золотого цвета и с помощью текстурного листа делаю на нем оттиск. Маленькой круглой формочкой вырезаю две одинаковые детали. Маленьким люверсом в центре этих деталей вырезаю по отверстию. Теперь раскатываю пласт полимерной глины черного цвета. Сверху накладываю трафарет и наношу металлизированную пудру. Маленькой круглой формочкой вырезаю две одинаковые детали. Люверсом в центре этих деталей вырезаю отверстия. Вот такие бусинки-шайбочки у меня в результате получились. Отправляю их запекаться. Когда глина запеклась и остыла, покрываю черные бусинки глянцевым лаком. На бусины золотого цвета наношу черную акриловую краску. Делаю это таким образом, чтобы краска заполнила все углубления рисунка. Жду, когда краска высохнет, и убираю ее излишки с помощью влажной салфетки, оставляя краску только в углублениях рисунка. После этого покрываю бусины глянцевым лаком. И когда все детали готовы, приступаю к сборке украшения. Вощеный шнур черного цвета складываю пополам. Нанизываю на него бусину. Вставляю шнур в отверстие шайбы с ее лицевой стороны. В петельку продеваю концы вощенного шнура и затягиваю. Делаю это таким образом, чтобы петля вощенного шнура оказалась над бусиной. Посмотрите, что у меня получилось. Беру еще один отрезок вощенного шнура, той же длины, что и предыдущий. Складываю его пополам. Продеваю этот шнур в петельку первого шнура. Концы второго шнура продеваю в его же петлю вот так. После этого затягиваю все шнурки. На шнурках завязываю узелки.
Таким образом, с каждой стороны от круглой детали у меня получилось по 2 шнурка. На шнурки нанизываю маленькие бусинки золотого цвета. Завязываю узелок. Затем беру бусинку-шайбу черного цвета. Один шнур продеваю в отверстие с лицевой стороны бусины, другой с изнаночной. В итоге должно получиться вот так. Завязываю узелок, нанизываю маленькие бусинки. Снова завязываю узелок. Нанизываю полимерную бусину-шайбу золотого цвета по такому же принципу, что я нанизывала черную. После чего опять завязываю узелок. Таким же образом собираю вторую сторону. Беру небольшой отрезок вощеного шнура и складываю его пополам. Вставляю шнур в отверстие шайбы. В получившуюся петлю продеваю концы шнура. Завязываю узелок. Беру еще один небольшой отрезок шнура. Один конец шнура, привязанного к шайбе, складываю таким образом, чтобы получилась петелька. С помощью узелка креплю на нем отрезок шнура. Раза 4 обматываю отрезком шнура тот шнурок, который привязан к шайбе, и завязываю узелок. На узелок наношу капельку суперклея. Концы шнура отрезаю. В результате у меня получилась вот такая петелька. На один конец шнура нанизываю 7 маленьких бусинок золотого цвета. Завязываю узелок. Лишнюю часть шнура отрезаю. В петельку шнура вставляю соединительное колечко с подвеской перышком. Лишнюю часть длинных шнурков отрезаю и креплю концевики. На один концевик вешаю карабин, на другой колечко. Вот что у меня в итоге получилось. Металлизированная пудра невероятно красиво блестит и переливается, а глянцевый лак еще больше усиливает этот эффект. Золотой рисунок очень выигрышно смотрится на черном фоне. Очень надеюсь, что этот мастер-класс оказался для вас полезным и интересным. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал, а также на мою группу ВКонтакте. Ссылку на нее вы найдете в описании под видео. Творческих успехов и до новых встреч!